Ха! Я сделал это! Смотри, аксолотля реально поймать, даже новичку, на обычную стоковую удочку. И это я сделал персонажем, который до этого дня никогда не держал удочку в своих руках. Время на исходе. И если ты до сих пор забираешь всего одну маску в час, ты отдаешь свои шансы на светящийся раритет другим игрокам. О, дружище, ты уже здесь. Я не слышал, как ты пришел. Извини, задумался. Тут пересматривал наше видео по Фастнахту. 9000 просмотров, с ума сойти. И все ломаю голову над тем, как Bethesda могла бы поощрять активных игроков, увеличивая шанс дропа редких масок. Ведь мне так и не выпали эти новые светящиеся маски. И это несмотря на то, что я закрывал по 2 события в час. Кстати, если пропустил то видео, ссылка появится в углу, глянь на досуге, чтобы когда ивент вернется, ты был уже во всеоружии. Знаю, что рискую, затягивая начало, но хочу сказать огромное спасибо каждому, кто смотрел мои видео, ставил лайки, подписался на канал и оставлял комментарии на русском и английском. Для моего канала это колоссальный опыт собрать зрителей со всего мира. Море уважения вам. Ну а теперь к делу. Как видишь, мартовская витрина для аксолотля все еще пустует, поэтому прямо сейчас мы отправляемся с тобой на рыбалку. В предыдущих видео я показывал, где удобнее и быстрее всего поймать аксолотля, какие модификации ставить на удочку и какую метеостанцию использовать. Но это было нечестно по отношению к новичкам, которых в игре сейчас очень много. И сегодня я это исправлю. Я покажу рыбалку ветерана игры и путь новичка. Что ж, начнем с новичка. Как видишь, я выбрал персонажа, у которого еще маленький уровень и у него еще практически не открыты локации на карте. Чтобы разблокировать рыбалку, мне необходимо переместиться в регион Топь. Для этого перемещаюсь на известную локацию, станция Беркли Спрингс. Обрати внимание, что эта локация находится практически на границе, где персонаж еще может принять этот коротковолновый сигнал, необходимый для продвижения по квесту. Игра подсказывает нам, что необходимо послушать сигнал Линды Ли. Открываем Pip-Boy и настраиваемся на эту радиочастоту. После прослушивания сообщения на карте появляется область, куда персонажу следует двигаться. Чтобы не бежать слишком долго, я перемещаюсь на известную этому персонажу локацию «Зона отдыха Большой Би». Но ты также можешь воспользоваться кемпами других игроков, которые могут быть расположены еще ближе к нужной области. Ставим на карте метку для удобства и побежали. Длинные перемещения персонажа по карте я, естественно, буду вырезать, чтобы не затягивать хронометраж видео. Добравшись до локации, бежим по деревянным мосточкам, и персонаж открывает новую для него локацию «Приют рыболова», на которую вы в дальнейшем сможете всегда перемещаться бесплатно. Далее появляется задание «Поговорить с таинственным незнакомцем», говорим с рыболовом, затем с капитаном Раймондом Кларком, он отправляет нас обратно к рыболову, тот выдает нам удочку и наживку. Теперь необходимо пройти обучение и выловить 3 рыбы. Ловим прямо здесь. Кстати, если у тебя вдруг закончилась обычная наживка, то у капитана и рыболова она всегда есть в продаже. Возвращаемся к капитану сдавать пойманную рыбу. Но рыба ему не понравилась, и он говорит нам приготовить из нее рыбные кусочки и накормить ими гигантского краба-отшельника Линду Ли. Краб выдает нам случайную легендарку. Снова возвращаемся к капитану. Поздравляю! Испытание научиться ловить рыбу пройдено. Получаем опыт, крышки, 10 обычных и 5 улучшенных наживок, а также рецепт «Запеченная рыба». Изучаем. Запомни его, он нам пригодится. После этого нам становится доступно для выполнения ежедневное задание «Крупная рыба в мелком пруду». Поймать 7 рыб в указанном регионе. Не игнорируй его, так как при выполнении этой ежедневки мы с шансом можем получить у капитана редкие схемы для улучшения нашей удочки. Схемы и шансы их получения ты сейчас видишь на экране. Шансы не очень большие, но это лучше, чем ничего. Выполняй каждый день, и в конце концов ты выбьешь нужный апгрейд.
Другие модификации удочки мы получаем после выполнения испытаний. Для этого открываем меню и переходим в раздел «Рыбалка». Здесь огромное количество различных испытаний, но нас прежде всего интересует испытание для получения схемы «Катушка 1». Как видишь, для этого нужна всего одна средняя рыба и 5 мелких. У нас это испытание почти выполнилось, когда мы ловили 3 рыбы. Поэтому сейчас, выполнив ежедневку на поимку 7 рыб, мы закроем и испытание. Сдаем задание капитану. Теперь у меня 10 улучшенных наживок, но, к сожалению, редкая схема на апгрейд удочки нам в этот раз не выпала. Но зато у нас есть схема «Катушка 1». Изучаем. Идем к верстаку и устанавливаем эту модификацию, которая дает плюс 30 к скорости вращения. Испытание «Катушка 2» чуть сложнее, я его пропущу, так как хочу показать, что поймать аксолотля реально даже на стоковой удочке. Ну, а теперь отправляем нашего персонажа в долину Skyline, так как в марте глиняный аксолотль водится в этом регионе. Опять использую ближайшую локацию для перемещения. Ставлю метку на карте, где предположительно есть водоем, и бегу в этом направлении. Подходящее место для рыбалки мне попалось раньше, рядом с локацией брошенная колонна. Здесь можно поставить кемп с метеостанцией «Дождь», которая дает плюс 5% к шансу поимки аксолотля, или ядерный удар, это плюс 6%. Но сейчас без метеостанции и без запеченной рыбы. Симулируем ситуацию настоящего новичка. Естественно, используем только улучшенную или донатную превосходную наживку. Потому что, как видишь, на обычную наживку поймать аксолотля просто невозможно. Также дополнительный буст для успешного улова нам дают метеостанции «Дождя» и ядерного удара, о чем я говорил выше. Но обрати внимание, что если ты будешь использовать превосходную наживку, то шанс поимки аксолотля больше всего увеличивается при использовании метеостанции «Дождя» плюс 33%. Я потратил 10 наживок, аксолотля не вытащил, но не отчаивайся. Дальше я покажу, где взять еще улучшенные наживки и как приготовить запеченную рыбу. Она повышает скорость подсечения, а значит меньше рыбы будет срываться. Я понимаю, что скорее всего у большинства игроков уже давно нет проблем с улучшенной наживкой. Я и сам, честно говоря, на днях выкинул просто на пол 400 штук. Ее, как правило, в избытке, так как она автоматически падает в инвентарь после завершения любого публичного события. И так как у нас совсем недавно прошел Фастнахт, на который каждый час набивались полные сервера игроков, то проблем с этим ни у кого быть не должно. Но этот раздел пригодится тем, кто только начинает. И первый очевидный совет – принимай участие в публичных событиях. Второй способ требует от тебя знания локаций. Я покажу самое попсовое место, где можно нафармить улучшенные наживки. Открываем карту и перемещаемся на локацию галерея в долине. Добегаем до здания и заходим внутрь. Поворачиваем направо и бежим до конца. Убиваем горелых, проверяем сломанные холодильники, в них с шансом лежит улучшенная наживка. Тут важно не трогать содержимое холодильника, если в нем ее нет. Иначе при смене сервера он будет для вас пуст. В общем, схема простая. Залутали, сменили сервер, залутали еще раз. И, кстати, наживка также попадается и в охладителях. Для приготовления запеченной рыбы нам понадобится соль. Поэтому, раз уж мы здесь, то давай захватим одну солонку. От места, где мы зашли в здание, бежим к эскалатору, поднимаемся, поворачиваем направо. Здесь бывшее кафе. Проходим на кухню. Забираем соль. Но для приготовления рыбы нам нужно 2 соли. Поэтому перемещаемся в White Spring. Забегаем в комнату, где стоят все верстаки. Здесь у пунктов приготовления пищи есть еще одна солонка. Для приготовления запеченной рыбы требуется 1 дерево, 3 куска рыбы и 2 соли. Обязательно ставим карточку Супер-Пупер.
Так ты с 30% шансом сможешь получить вдвое больше предметов, которые крафтишь. О, отлично. Супер-пупер сработал. Теперь у меня 2 запеченные рыбы. А вот теперь, когда мы подготовились, отправляемся на второй заход. Съедаем запеченную рыбу, закидываем удочку с улучшенной наживкой. Без метеостанции, почти стоковая удочка, только катушка 1. Несколько раз крупная рыба у меня срывалась, все же удочка слабовата. Но аксолотль должен вытянуться даже так. В сумме уже 26-я попытка. И сейчас по поведению рыбы похоже, что это клюнул именно аксолотль. Ты видел момент, где я чуть его не упустил. Да, вытащил. 26 попыток. И это без метеостанции, без прокачанной удочки и почти без подготовки. Если бы я поставил кэмп с метеостанцией, было бы, конечно, быстрее. Но главное доказано. Новичок с этим справится. А теперь, как это делают профи. Второй регион, где можно выловить глиняного аксолотля – Ядовитая долина. И моя любимая локация – это Ядовитое высохшее озеро, так как близко к точке респауна и легко поставить передвижной кемп с метеостанцией. Сразу убиваем 3 болотников, иначе они могут прийти к тебе во время рыбалки. И давай заглянем в кафешку на берегу, там есть 3 солонки. Убиваем гулей обычным оружием, не взрывным, иначе солонки разлетятся. Здесь еще стоит аппарат, из которого можно достать идеально сохранившийся пирог. Жмем Е и с шансом можно его достать. Ого! И сразу успех! Да с такой удачей персонажу только прямая дорога в казино Атлантик-Сити. Так, забираем соль. Первая. Вторая. Третья. Теперь перелетаем на другой берег. Топовая удочка. И передвижной кемп с метеостанцией зоны ядерного удара. Ставим кемп. И закидываем удочку. Ха! Изи! Глиняный аксолотль с первой попытки. Теперь точно сегодня в казино. Осталось только разместить трофей на стене. Вот и все. Коллекцию пополнили. Трофей на месте. В общем, продолжай выполнять испытания и ежедневные задания капитана. И очень скоро у тебя будет топовая удочка. И 26 попыток превратятся в 5-6. Ну или как в этом случае и вовсе в одну. Если этот объемный гайд был полезен, ты знаешь, что делать. Лайк, подписка и твои мысли в комментариях. Береги себя и увидимся в Апалачии. Всем добра!